Приветствую! Давненько ничего не было на канале, целый год уж. Надо бы убрать данное недоразумение, а соответственно, как вы понимаете, будем собирать легендарный советский УАЗ-469. Данный УАЗ для меня это не просто модель, это в определенный момент веха в моей жизни. На данном УАЗе отец возил меня в детский садик. В дальнейшем отец по работе сменил много УАЗов, но данный УАЗ для меня в качестве пассажира был первым автомобилем, с которым, так сказать, я и познакомился. Именно поэтому, когда звезда анонсировала автомобиль, я, конечно же, загорелся собрать его. Собрать его решил из коробки, с небольшими изменениями в двигателе. Ну как изменениями? Добавил проводку, ну и так по мелочи, чтобы уж оживить капотные пространства. А уж вышло это или нет, вам судить. Лайком и дизлайком. И, естественно, подпиской на канал. Особенно предлагаю досмотреть до конца. Там будет небольшой спойлер, анонс. Так как данная модель войдет в очень интересный антураж к диораме. Собственно, наверное, это будет не последний УАЗ в моих планах. Еще УАЗ от Трумпетера. Но там он уже будет мощный, мясной, с допами. Но... Впрочем, это уже совсем другая история. Итак, приступим к сборке покраски. Ну а фон уже не знаю как вам, но в принципе можно коротенько рассказать про сам УАЗ, если конечно же не против. А я думаю вы не против. УАЗ, как его только вообще-то не называю в простонародье. Бобик, бабон, козел, уж извините, батон, дристопер, УАЗик. Советский полноприводный автомобиль повышенной проходимости производства Ульяновского автомобильного завода. Автомобиль для настоящих мужиков. Исторически машина ведет род от ГАЗ-61, первого в мире внедорожника с цельнометаллическим кузовом, созданного аж в 1938 году. Название «Козел» первоначально принадлежало ГАЗу-69. После прекращения производства газонов они еще долго колесили по стране, а потому новому УАЗ-469 сначала дали народное название «Бобик», ну за некоторое сходство передней морды с мордой довольного дворняги и задорную прыгучесть на грунте. Позже с выпиливанием с дорог большей части 69-х, а более точная кличка «Козел» уже перекочевала к УАЗу. Первоначально он разрабатывался как самодвижущийся агрегат для транспортировки военного начальства по необъятным полям территории вероятного противника, десантирование с парашютом, помещение в транспортный вертолет, а при необходимости использовался как малый артиллерийский тягач. Исходя из этих задач, длительная эксплуатация машины, в общем-то, даже не планировалась. Ведь если танк живет на поле боя несколько минут, то что спрашивается на разового козлика? Но он просто должен доставить на поле боя бойцов советской армии или увезти с места десантирования. Соответственно, материалы для изготовления машины подбирались недорогие и не очень качественные. С технологией обработки тоже не сильно заморачивались, отсюда же низкий ресурс агрегатов и быстрое загнивание кузова. Так что хаять советских автоконструкторов не надо, они сделали именно то, что просили военные. Но все же бобики, собранные в Советском Союзе, были сделаны качественнее нынешних современных. Остались и такие экземпляры, которые самостоятельно передвигаются и по сей день. И даже гниют не так быстро, как нынешние. Модельный ряд 315-12, 315-19 представляет собой тот же 469, но выпускающийся для всех желающих строителей коммунизма. Разница между моделями в наличии железной крыши, варианте мостов, военные или колхозные, а также модели и мощности двигателя. Немного отвлекусь от исторической справки к самой модели. А дело в том, что на зеркалах заднего вида довольно тонкое крепление, и я его постоянно ломал, по крайней мере с правой стороны. Поэтому я решил приклеить проволоку на ценокрилат. И, по-моему, получилось даже не хуже оригинала. УАЗ же вполне неплохо ездит также в трофях, то есть в соревнованиях на тему кто дальше и глубже утопит в наиболее мерзком болоте. Так и в рейдах, то есть в соревнованиях кто дальше быстрее проедет по ямам и канавам, прежде чем машина развалится на куски. Однако эти УАЗы очень сильно переделаны и иногда до полной потери связи с прообразом.
Для передвижения в городских условиях они не предназначены и выезжают, как правило, 2-3 раза в год. Все остальное время хозяин проводит устранение поломок и улучшение ходовых качеств своей игрушки. Ну, вроде бы рассказывать про данный агрегат в дальнейшем смысла нет, но можно посмотреть все этапы покраски и сборки, дабы увидеть, что из всего этого получится. Так что периодически я буду рассказывать о небольших нюансах при сборке и покрасе. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours. Советский аккумулятор я красил согласно цвету советскому же аккумулятору. Фото прилагаю как пруф, как он выглядел. Может, кому-то пригодится. А то в черный цвет красить, ну как-то не особо хотелось. Да и как-то художественнее, что ли, получается. Интереснее. Looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Перед вами хром Молотов. Им я покрашу не только углубление фар, но и боковые зеркала заднего вида и внутри салона. По окончании покраски кистью пройдусь глянцевым лаком. Глянцевым же лаком приклею сами фары. Lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Декали применял от SV Model на классическую буханку, так как в тот момент SV Model не изготовил еще декали на УАЗ-469, либо их просто не было еще в свободной продаже. В любом случае данные декали мне подходили, правда мне пришлось конкретно заморочиться с установкой декалей, так как на машине была аббревиатура, именно аббревиатура медпомощь, а не полная надпись медицинская скорая помощь. Поэтому пришлось наносить декали выкройками и подкрашивать между дверьми УАЗа. Сам тент покрасил согласно звездовской инструкции, но затем, пообщавшись с отцом, в дальнейшем перекрасил тент в светло-серый. Лайфхак. Акриловая краска замечательно смывается 90% спиртом, в том числе и изопропиловым. Водка не пробовал и другим не советую. Алкоголь зло. Ну а тент оставил снимающийся. Как и передний капот. Ну как такую красоту прятать?
Так неинтересно, согласитесь же. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never showed. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never showed. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Эту машину отлично знают в лицо во всех уголках страны. Круглый год, в любую погоду. Она верно служит геологам и колхозникам, медикам, лесорубам, нефтяникам во всех отраслях народного хозяйства.
Итак, как и обещал, спойлер. Сам УАЗ делался к диораме с деревенским домиком. Правда, я сначала собрал деревенский домик, а потом уже и сам УАЗ. Дом в прошлом году продали, поэтому как-то захотелось на память сделать себе такую работу. Правда, диорама уже выйдет в следующем году, скорее всего. Там выходных побольше будет. В общем, как-то так. Всем пока, до следующей работы.